Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Замечательная жизнь». О том, что некоторые наркотики, алкоголь и никотин делают с нашим организмом. Однако не все так просто, и в этом видео мы вам все подробно расскажем. Этот рейтинг составлен британским психиатром, профессором нейропсихофармакологии Дэвидом Наттом и его исследовательской группой. Первое место – героин. Героин – опиоидный наркотик, при употреблении которого развивается сильная психическая и физическая зависимость. Это обусловлено тем, что при инъекции вещество быстро проникает в мозг, легко преодолевая гематоэнцефалический барьер между кровеносной и центральной нервной системой. В мозге оно вызывает повышенную выработку дофамина. Опыты на экспериментальных животных показали увеличение уровня этого гормона удовольствия на 200%. Героин имитирует естественные вещества в мозге, которые были созданы природой, чтобы контролировать боль и увеличивать удовольствие. Дополнительным механизмом привыкания является повышенная выработка возбуждающего медиатора глутамата. В совокупности с жестокими симптомами отмены, такими как боль, тревожность, судороги, бессонница, это приводит к сильнейшей зависимости. Ломка начинается через 4-24 часа после приема последней дозы, и наркоман остро нуждается в очередной порции наркотика. Кроме того, организм быстро развивает толерантность к героину. Человеку с каждым разом требуется все большая и большая доза. Героиновые наркоманы часто умирают от инфарктов и инсультов, так как наркотик влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Еще одна причина летального исхода – истощение, к которому приводит постоянная стимуляция ЦНС. Эксперты присвоили этому наркотику 3 балла из 3 возможных по степени формирования зависимости. На втором месте – кокаин. Кокаин – алкалоид, содержащийся в растениях рода эритроксилум. В природе он выполняет роль инсектицида и защищает листья кустарников от поедания насекомыми. Кокаин оказывает мощное стимулирующее воздействие на центральную нервную систему, вызывает чувство эйфории. Обычно система вознаграждения в мозге работает по определенным правилам. Нейромедиатор, в данном случае дофамин, попадает в пространство между нейронами, которое называется синапс. Специализированные рецепторы передают сигнал для отклика на его появление, затем удаляют нейромедиатор из синапса, чтобы прекратить его воздействие. Кокаин блокирует системы обратного захвата дофамина, заставляя его работать вновь и вновь, приводя к ураганному взрыву удовольствия. Однако кокаиновая эйфория не длится вечно, и после завершения действия наркотика наступает фаза подавленного состояния. Среди других побочных эффектов утомления – тревога, бессонница. Кокаин опасен для сердечно-сосудистой системы. Он вызывает мощнейшие спазмы, которые могут привести к кровоизлиянию в мозг, нарушить работу сердца или других органов. Еще один негативный эффект – это состояние острого психоза, в котором человек мало себя контролирует. Кроме того, существует миф, что кокаин не вызывает привыкания, но это не так. Третье место в нашем списке занимает никотин. Никотин, так же как и кокаин, алкалоид, в природе осуществляющий функцию борьбы с насекомыми. Это основная составляющая табака, которая вызывает привыкание. Никотин быстро поглощается легкими и транспортируется в мозг. Он увеличивает активность никотиновых ацетилхолиновых рецепторов, что приводит к выбросу адреналина. Это временно стимулирует различные системы организма, и человек чувствует себя бодрее и активнее. А выброс дофамина сопровождает курение ощущением удовольствия. Никотин токсичен, длительное употребление способствует развитию онкологических заболеваний, ишемии, стенокардии и так далее. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что до 50% курильщиков умирают по причинам, связанным с вредной привычкой. На четвертом месте барбитураты. Успокаивающие и снотворные средства на основе барбитуровой кислоты оказывают угнетающее воздействие на ЦНС. В зависимости от дозировки лекарства могут оказывать легкий расслабляющий эффект или привести к коме. Барбитураты стимулируют рецепторы тормозного нейромедиатора, гамма-аминомасляной кислоты, в результате чего передача импульсов в ЦНС замедляется. Это приводит к расслаблению мышц, успокоению, устраняет тревогу. Проблему зависимости от препаратов долго замалчивали, однако впоследствии признали и отказались от барбитуратов в пользу бензодиазепинов. При этом, если кокаин и героин нелегальны, то эти лекарства в течение долгого времени были относительно доступны, что увеличивает их опасность. На пятом месте у нас алкоголь. Абсолютно легальные в большинстве стран спиртные напитки названы самым опасным наркотиком в мире.
Привыкание они также вызывают достаточно быстро. Исследования на животных показали, что алкоголь увеличивает уровень дофамина на 40-360%. Спиртное усиливает эффект действия гамма-аминомасляной кислоты, основного тормозного медиатора нервной системы. Поэтому движение и речь выпивших людей замедляются, а доза алкоголя расслабляет. Эта кислота постепенно адаптируется к изменениям, снижая активность соответствующих рецепторов, что делает мозг зависимым от спиртного. Если человек перестает употреблять алкоголь, пониженная активность гамма-рецепторов приводит к ослаблению функции нервного торможения, и мозг становится более возбудимым. В то же время этанол снижает способность другого нейромедиатора, глутамата, воздействовать на некоторые очень важные рецепторы. При долгом употреблении алкоголя число этих рецепторов увеличивается. Мозг становится менее восприимчивым к спиртному и более восприимчивым к глутамату. Это усиливает возбудимость, приводя к симптомам абстинентного синдрома, судорогам, тревожности. Еще одна причина формирования зависимости – возможность быстро получать энергию для питания мозга. Для этого нужен ацетат, промежуточный продукт метаболизма этанола. Мозг подсаживается на простой источник энергии. В организме регулярно выпивающего человека спирт заменяет привычный источник энергии – глюкозу. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире из-за употребления алкоголя умирают 3 300 000 человек. В статистику входят сопутствующие пьянству болезни и травмы. Сам доктор Нат отмечал, что правовой статус наркотика не обязательно связан с зависимостью или вредом от него. Табак и алкоголь занимают высокие позиции в рейтинге, но остаются легальными. Однако существование этого списка вовсе не означает, что вещества, которые в него не попали, не вызывают зависимости. Поэтому рейтинг не стоит воспринимать как инструмент деления наркотиков на вредные и невредные. Применение любого психоактивного вещества имеет последствия. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ну а мы с вами не прощаемся. Пока-пока.